Счастье, счастье, всем счастья, радостного счастья. Ну, смотрим неделю с 27 числа по 3 октября. Неделя такая очень-очень промежуточная. И неделя, которая всю ответственность берет на себя. Вот после этой недели уже какой-то немножечко пойдет разрядка. Но вот именно эта неделя берет на себя всю такую ответственность. Немножко вот отвечает за то, что будет происходить в последующем. Эта неделя на себя берет вот такой вот акцент. И смотрите, есть на этой неделе и гармоничные аспекты, есть и конфликтные аспекты, но общая все равно картина, она не очень тебя расслабляет. То есть, так скажем, она вообще тебя не расслабляет. И в напряжении вроде не держит, но и что-то немножко ты, как будто бы чуть-чуть ты на взводе. Мы сейчас все эти аспекты рассмотрим. И эта неделя такой показательная перед тем, как все планеты пойдут на прямое движение. Вот здесь будешь чувствовать, вот как ты эту неделю свою пройдешь, как ты ее прочувствуешь эту неделю, какую ты энергию создашь на этой неделе, ты потом будешь делать и видеть этот результат. И смотрим все, давайте подробно. Сразу начинаем с 27 числа. Сделает очень хороший аспект Марс, делает к Лилит. Да, это трин они делают. Казалось бы, Марс дает энергии кому? Лилит – это фиктивная точка, это не планета, но это точка, когда она немножечко нам делает такие проверки, устраивает, надсмехается, ну немножко подтрунивает, подзадоривает, как твоя реакция на все это будет, конечно, запутывает тебя. Иногда эта фиктивная точка очень тебя расстраивает, делает тебе неприятности, то есть это такой трин, когда Марс – энергия, хорошая энергия. Вот этой Лилит дает энергию, ну, подшутить. Кто-то очень часто по такой энергии живет. Есть люди, у которых очень острый юмор. Прям, ну, такое острое само словцо. Вот это вот, если очень сильно выражено у тебя Лилит. Особенно, если она Лилит находится, если в Близнецах или если она находится в Овне. Это вот люди, у них чувство юмора острое. Прекрасное чувство юмора, но оно острое. Это тоже может быть, если Лилит еще во Льве стоит. Настолько человек может выразить шутку, вроде прям как с перчиком, такую острую шутку сделать, что не каждый ее воспринимает. Кто-то на такие шутки очень сильно обижается. Даже не понял, что это шутка, думает, что над ним неприятно себя ведут. Так вот, именно Марс вот эту остроту добавляет этой Лилит. А Лилит стоит в прекрасном чудесном расположении. Она стоит в Близнецах. Она и так там остренькая на язык. Она и так там очень хорошо может такие проверки тебе устраивать. А здесь еще подпитывается очень хорошей энергией. Поэтому, если где-то вы что-то услышите, а вы вполне можете услышать, это очень кратковременное. Если вы куда-то пришли забрать свой результат, вот вы, допустим, проходили интервью, и вам говорят: ой, ты знаешь, ты так хорошо прошел интервью, но мы тебя на работу не берем. Да ладно, я пошутил, берем. Вот что такое Марс и трин с Лилит. Ты пришел, сделал ты, допустим, какой-то заказ, ты пришел получать этот заказ, тебе говорят: ваш заказ? Ну, никак не могу найти ваш заказ. Вы знаете, наверное, приходите завтра. Как завтра? Я столько ехал, я времени... Ну, я пошутила, сейчас вам вынесу ваш заказ. Вот что такое Марс и трин с Лилит. Что-то вот оно рядом приятно-неприятно идет, потому что трин – это гармония, но оно вот прям переплетается. Поэтому как-то вот эти вот секунды, что ты как-то неприятно расстроился, и тут же ты, и вот вкуса от этого нет. То есть даже несмотря на то, что трин, а вот удовольствия, вкуса ты никакого не получаешь от этого. Дальше что у нас идет? 29 числа также Венера тоже сделает прекрасный трин к Нептуну. Опять этот трин ни о чем. Казалось бы, гармоничный аспект опять ни о чем. Почему?
Ну что такое Нептун? Нептун это ты себе сам видишь иллюзию, ты ее создаешь. Ты сомнения себе делаешь. Ну как черное? Нет, это не черное, это розовое. Ну так оно вроде не розовое, но оно не черное. Оно черное, оно неправильно. Ты идешь не туда, ты едешь не туда, а иллюзия создается. Ну вот как-то я написала смс-ку, он мне не отвечает. Ну, может быть, он занят, он не занят. Этот человек с тобой вообще контакта не хочет. Не придумывать никакие сценарии за отношения. Человек не хочет, поэтому он не отвечает. А не потому, что он занят, а не потому, что он телефон забыл, а не потому, что она забыла или еще что-то. Вот это иллюзия. А тут еще сама Венера. Сама Венера вот эту иллюзию создает. Посмотрели, ой, какая реклама хорошая, какой красивый, хороший крем, так хорошо делает это. А если пройти курс целый, так этот курс сделает тебя просто на 10 лет, на 20 лет, преобразует тебя. Пошел, взял этот курс, все оплатил, пришел, почитал ревьюс, почитал комментарии, отзывы. И думаешь, ой, зачем? Мне это совсем не надо. Это может быть даже не для моей кожи, а может быть это мне и период не тот, а может быть у меня и времени на это не хватит. Вот такая иллюзия создается. И сама Венера, это вот покупка, казалось бы, гармоничный аспект. Но она такое все затуманенное. Купила сумку, а эта сумка ну совсем мне не нужна. А какие деньги выложил? А если ты где-то мимо проезжал, если ты был в другом городе, а может кто-то путешествует, в другой стране был, и уже в последний момент берешь какую-то покупку, это то, что ты вернуть назад не можешь. Ты приезжаешь, эта покупка тебе не подходит, тебе размер то ли маленький, то ли тебе цвет не подходит, и уже вернуть ее невозможно, и ты по Венере финансы. Деньги потерял, то есть и такая же точно иллюзия создается. Вот, я сейчас такую тренировку сделаю, я сейчас такой вес подниму, я сейчас такой мышцу порвал. Казалось бы, гармоничный аспект, но тоже ни о чем. Следующий у нас есть аспект. Опять, да, Венера делает квадратуру к Юпитеру. Вот откуда. Опять только что сделала трин к Нептуну, который ни о чем, но тут же идет квадратура к самому Юпитеру. Малое счастье конфликтует с большим счастьем. Ну в чем дело? Вот оно откуда в чем дело. Все какая-то рядом идет напряжение, но как-то ты и не особо напрягаешься. Неприятно, но как-то ты сильно и не расстроился. Когда идет вот такая квадратура, Венера делает к Юпитеру, когда квадратуру, тебе настолько некомфортно вот свой что-то ты чувствуешь, выступил где-то, вот неправильно выступил, что-то вот дома, сама такая немножко самооценка своя, она не занижена, тебя она не, ты ее не снижаешь свою самооценку, ты ее чувствуешь, что ты не на месте. Вот как-то ты вроде переговорила сейчас по телефону со своим близким человеком или со своим ребенком или со своими родителями, и как-то тебе настолько некомфортно. Вот что сказала, зачем вот я там что-то маме не так сказала или сам женщине своей, любимой девушке своей, вот, чего я так ответил, почему я добрые какие-то слова не сказал, почему я как-то вот не отметил то, что столько там человек для меня хорошего сделал. То есть оно приятно с неприятным, и ты не знаешь, как себя ощущать. То ли это радоваться тому, что но как-то тут же оно вместе идет вот с такими ощущениями. Такая конфуз, ты растерян, ты не понимаешь. То ли так посмотреть на эту ситуацию, то ли по-другому посмотреть. И особенно вот все, что связано, когда по Венере, это все, что материально. Потом ты не сможешь, пошел в банк, взял там какую-то, допустим, суду, уже все договорился, уже все документы подписал и думаешь, зачем я, во-первых, на такой срок большой взял, во-вторых, это большой процент, уже пришел, посчитал, а оно вот так. Согласиться можешь в этот период на какую-то должность. По Юпитеру должность какая-то. Потом будешь себе думать, зачем? Это такая ответственность. Я не смогу уделять внимание своим близким, я не смогу часто быть дома, потому что я взял такую ответственность. А что я от этого? А какая зарплата? Венера, тут же Венера. А зарплата какая? А зарплата там немножко всего повысилась. А стоило мне это? Не стоило? То есть как-то оно все вот таким образом идет, но все равно мы в конце сделаем выводы.
как на все на это реагировать. Следующий аспект, который будет, опять аспект благоприятный, сделает солнышко, сделает к Сатурну. Солнышко тоже сделает трин к Сатурну. Здесь хороший аспект, когда тебе все четко ясно. Ты профессионал, твои качества профессиональные, ты движешься в правильном направлении, тебя все устраивает, Солнце дает силу, Солнце тебя поддерживает. И аспект этот гармоничный, но Сатурн находится в ретроградном движении, и уже с 11 октября он пойдет на прямое, то есть он сейчас еще в стационаре, он ни о чем. Ты думаешь, ой, как хорошо солнышко сделало, ой, я пойду на кафедру, буду преподавать на кафедре и буду еще где-то заниматься, буду еще где-то подрабатывать, а еще буду давать какие-то частные уроки. Сатурн ретроградный. А ты справишься, а у тебя времени на это будет. Казалось бы, опять гармоничный аспект. Дает тебе авторитетность, дает тебе силу, дает тебе такой, знаете, статус тебе дает. Но этот статус, о чем это, ретроградный. А то еще куда-то тебя отбрасывает. Ой, я поеду в другой город, там буду преподавать. Мне там когда-то я работал, тем более оттуда позвали. То есть ретроградность вернет откуда-то. Человек может в этот момент появиться, такой, которого вы тянули на себе. И этот человек появляется вроде ретроградный, откуда-то с прошлого. И гармоничный аспект. И принесло его солнце, само солнце. Такое ответственное, такое светило. И как-то ты вроде берешься за этот прошлый проект или прошлые какие-то отношения. А это ретроградный. А оно уже, понимаете, оно уже поломалось. А как ты его склеишь? Вот, пожалуйста, опять такой же, казалось бы, гармоничный аспект, а толку от него мало. Следующий аспект, который мы с вами посмотрим, вот на нем остановимся подольше. Это когда 1 октября Меркурий ретроградный сделает квадрат к Плутону ретроградному, и Плутон уже к выходу идет. Он в стационаре, он 6 числа к выходу идет. А этот аспект 1-2 числа. Только зашел Меркурий в ретроградность. Меркурий уставший. 3-я ретроградность за год. Меркурий уставший. Управитель Меркурий Близнецов, там стоит Лилит. Он постоянно откликается на вот эти вот проделки Лилит. То есть реагирует на эти проделки. Делает квадрат, делает конфликт с Плутоном. И вот здесь самое такое важный момент будет. Это сильная квадратура, это сильный такой аспект, который возьмет на себя внимание, даже можем так сказать, всей этой недели. На тебя что-то валится, на тебя валятся какие-то и из настоящего, а еще больше из прошлого вылазят какие-то неприятные мысли, Меркурий, неприятные разговоры, неприятные сделки, торговли, где-то вы чувствуете, что вас, может быть, и обманули, где-то вам не выплатили, потому что Меркурий – бог торговли, потому что Плутон – это финансы. Вы чувствуете какое-то очень неприятное, откуда-то такое горькое, неприятное ощущение получаешь. И вот в этот вот в самый момент, когда ты, казалось бы, на тебя немножечко навалилось со всех сторон и в настоящем, потому что что было в прошлом, оно отражается сейчас в настоящем. Вы чувствуете, что вы не можете дальше никакую сделку сделать, у вас здесь что-то не завершилось. А здесь завершить не можете, потому что здесь идет обман, здесь идет какое-то неправильное оформление, и оно на поверхность вылезло. Точно так же в отношениях вы чувствуете, что со всех сторон вас человек подвел, вас человек неправильно информировал, ваши отношения куда-то неправильно ведут или всплыли какие-то его прошлые какие-то дела, о которых вы не знали. И именно вот в этот самый момент вы, каждый, Меркурий еще и ретроградный, еще такой уставший, который тебе настолько неприятно делает, настолько тебе как будто безысходность какая-то, тебе неприятно все становится, тебе ощущение вкуса жизни, как будто бы ты теряешь. Ты думаешь, ну как никому в жизни верить нельзя? И даже своему близкому человеку.
А кто-то подумает своему ребенку, как мог ребенок вот так вот со мной. А кто-то подумает, как моя жена могла так со мной или муж мог. То есть на работе что-то. Очень создается в голове вот такое напряжение. И именно в этот самый момент, самый важный вот этот момент, самое главное, вот это слово. Не обозлиться. Да, это слово. Все факторы для того, чтобы на весь мир обозлиться, на жизнь обозлиться, на людей обозлиться. Эта тяжесть останется здесь грузом. Меркурий, Плутон. По Плутону, если ты обозлился, если ты взял вот эту энергию, ты потом с ней можешь разбираться до конца жизни, она висит грузом, она будет тебя вниз тащить, она будет душить тебя. Меркурий, душить воздух. Вот это самое правильное слово этой недели. Не обозлиться. Что бы ни принесло на этой неделе, как бы ни принесло, всегда понимайте, дана жизнь, дано все для того, чтобы решить все ваши дела. Время дано, деньги даны, возраст дан. Все абсолютно. Для того, чтобы все решилось. Для этого дана тебе жизнь. Не наоборот. Жизнь дана для того, чтобы ты здесь все решил. Поэтому оно все решится. Оно все тебя отпустит. Но если ты поймаешь вот эту бациллу, поймаешь вот это обозлиться, ты с этим пойдешь долго-долго, пока тебе будешь потом не жизнью наслаждаться, а будешь разбираться вот с тем, что ты обозлился, вот с этим грузом, и будешь думать, ну как так, вот как так можно? Жизнь – это борьба, за жизнь надо, вот оно откуда. Вот от этого твоего, то, что ты на какую-то ситуацию обозлился, не обозлиться. Видите, что вас человек обманывает, и вы это явно понимаете. Если вы можете в этот момент что-то сделать, не подписать какой-то контракт, предложить какой-то с вами диалог, отложить не сделать эту встречу. Все, что вы можете сделать, если вы уже сделали ошибку, если вы уже подписали, вы отпустите и разбирайтесь с тем, что вы сделали, а не с тем, что вы на этого человека затаили. Это вот так вот работает. Поэтому да, жизнь – это наслаждение, когда ты на себя не вешаешь вот эти камни вот здесь, с которыми потом ты в борьбе, ты жизнью не наслаждаешься. Да, вот такой момент будет у нас в ноябре, 1-2 числа, когда Меркурий сделает вот эту квадратуру с Плутоном. Очень-очень важно не обозлиться. Вылезут откуда-то неприятные вещи. Они могут быть из прошлого, потому что эти обе планеты находятся в ретроградном движении. Они могут очень сильно влиять на настоящее. И вот этот пик, когда ты прям настолько такое разочарование, вот именно в этот период самое главное – не обозлиться. Я думаю, многие понимают, о чем я говорю. Следующее. Следом 2 числа Венера. Венера, видите, как активно в этом месяце? Она делает трины, и квадраты, и трины. И как-то так себя Венера очень... Венера – это отношения, Венера – это финансы. Венера – это эстетика, Венера – это удовольствие. Венера – это ответственность финансовая. Это все по Венере. Вот такая неделя, посмотрите. Тут же Венера делает к Плутону, делает чудесный секстиль 2 числа. Ну, сама по себе обстановка, вот понимая вот эти тонкости, их просто понимать надо. Вот если ты не обозлился, ты тут же получишь. Если ты не обозлился, если ты не стал агрессивным, если ты не настроен на жизнь, на свою агрессивную, если ты не настроен на людей, это очень тяжелый груз, когда ты в таком обозленном стойке стоишь, с жизнью в стойку встал. И вот в этот же самый момент, если ты ты не то что отпускаешь, ты это решаешь. Как ты отпустишь? Это тебе вопросы решать надо. Ты просто, а еще и с юмором, если все делаешь. И скажешь, какой опыт я прохожу. Ну надо же, жизнь мне такой опыт сделала. А никого вокруг никого не обвинять. Потому что это вот эти вот грузы, которые ты собираешь.
Тут же сделает Венера 2 числа, сделает великолепный уже секстиль, уже гармоничнее некуда. Секстиль сделает тоже к Плутону. Это страсти, это влюбленности, это вспышка, это признание в любви, это очень хорошие финансовые сделки, это очень хороший размах твоего творчества. Ты прям можешь в один момент выставишь какое-то свое видео, и ты станешь знаменитым, ты будешь думать, как этот мой ролик, который 2-3 минуты, я на него совсем ставку не делал, и вдруг тебя делает. Это все делает вот этот момент. Когда ты можешь это все получить, когда ты свободен. Когда ты свободен от всех страхов, когда ты свободен от всего груза. И что еще? Что еще? Какие смотрим. Ну, вот такая плюс-минус неделя получается. Но больший вот акцент бы я даже сказала вот именно на вот эту квадратуру Меркурия с Плутоном. Она будет 1-2 числа, эта квадратура Меркурия с Плутоном. Казалось бы, квадратура, но она подзадержится. И она начинает влиять. Уже прям с начала недели будешь чувствовать именно эту квадратуру. Тут еще, видите, как себя Лилит ведет. Вроде и делает трины. Вроде как-то но напряжение идет. Идет напряжение. Надо это просто понимать, этот процесс. И с юмором. Ну вот если вы где-то в очереди стоите, там всего 2 человека стоит, а как-то медленно очередь идет, и кто-то начинает говорить, что это такое, 2 человека, ты так медленно работаешь, скажите какой-то юмор. Ну вот что-то туда, в какую-то вставку сделайте, чтобы разрядить обстановку. То есть не подцепляйтесь ни на что, ни на какую вот эту вот инфекцию, ни на какую не подцепляйтесь, потому что это все ты на себя набираешь. К этой квадратуре, которая в конце концов с этим сбором, которым ты придешь, эта квадратура тебе очень сильно может выстрелить и надолго потом будешь с ней разбираться. Ну что, мои хорошие, не обозлиться. Это просто золотое правило. Особенно это правило этой недели. И по жизни это золотое правило. Но квадратура Меркурий-Плутон вся говорит о том, что гнев выпускаешь, такой гнев, с которым потом наговорить можешь столько, услышать можешь столько, наделать столько можешь. И когда это все вот в такой фазе, в такой прям напряженной фазе, ты можешь потом всю жизнь с этим разбираться. То, что ты натворил, то, что ты наделал. А наши самые дорогие самые наши вещи, за которые мы расплачиваемся, это наши ошибки. Вот эта квадратура, это такая очень дорогостоящая ошибка, которая может стоить долго-долго, с ней будешь разбираться и давать ей ума. От нее избавиться долго не сможешь. Поэтому не обозлиться, этот период пройдет, дана жизнь. Все двери, которые чувствуешь, тупики, которые встали, все двери откроются, потому что тупика не бывает. Он бывает один раз. У нас у всех когда-то, у каждого в свое время. Но если дана жизнь, все двери постепенно, которые подзакрылись, они постепенно все откроются. Бесконечно вас уважаю. Большое всем спасибо за поддержку канала. С удовольствием. Оставлю ссылочку всех, кто поддерживает канал. Спасибо за лайки, спасибо за подписку. Не обозлиться. Прям большими буквами себе напишите. Не обозлиться. Ни на жизнь, ни на людей, ни на ситуацию. Не дай бог на самого себя, на своих детей, на своих близких людей. Не обозлиться. Обнимаю вас. Счастья, радостного, необозленного счастья вам. Спасибо.